Всем привет! Вы на канале Stealth Cat, и в сегодняшнем ролике мы посмотрим, как можно тихо и бесшумно, почти бесшумно пройти локацию «Покосившиеся дома» за Эбби. Не будем долго тянуть, приступим. Прохождение недолгое, поэтому погнали, посмотрим, как это можно сделать, не имея оружия вообще. В самом начале мы бежим смело до вот этих ящиков, присаживаемся, потому что если мы не присядем, внизу два охранника, они слышат наш топот, и они реагируют, поднимают тревогу. Душим чернокожую женщину, впереди белая женщина ничего не видит, все хорошо. Я сначала ликвидировал чаще всего белую женщину, но я решил попробовать по-другому, и в итоге это оказалось более эффективно. Оставляем труп, белая женщина на него реагирует, и мы также ее душим без особых проблем. В окне можно заметить проходящих патрульных, это прикольно получилось. Добавляет атмосферности. Идем на корточках, потому что, как я и говорил до этого, они слышат, то есть те охранники, которые внизу, они слышат. В данном случае можно расправиться с лысым молодым человеком, а потом с молодым человеком в капюшоне, но я сделал по-другому, это не важно. На самом деле я делал и так, и никакой разницы нет. Их можно в любых точках их патрулирования убрать, ничего там, собственно, сложного нет. В данном случае я убираю сначала молодого человека в капюшоне. Его надо убрать там быстро, потому что если присмотреться, там сквозь зелень, там ходит еще один охранник, который на другом уровне этого здания, и он бывает видит, как я его душу, ну то есть замечает меня. Поэтому надо как можно быстрее это сделать и как можно ближе вот к окну, которое сзади было, чтобы они не увидели. Здесь крадемся на цыпочках. Ну, посматривать надо в левую сторону, потому что там все-таки патрульные ходят. И здесь надо быть тоже очень аккуратным. Внимательно следить за его движениями, потому что он, сволочь, часто разворачивается. Ну, то есть идет, там, влево повернулся, идет, вправо повернулся. И нередко он... Ну, я попадал, получается, в его взор, и он меня замечал и поднимал тревогу. Здесь тоже можно по-разному пройти. Можно справа немножко пройти, убрать там одного чувачка. Но я вот так решил, я так изначально задумал. И, как мне кажется, это самый оптимальный вариант. Здесь мы смело перепрыгиваем, потому что женщина в капюшоне, которая будет дальше по сюжету, она далеко. Я знаю, что у нее маршрут патрулирования большой. Поэтому я сначала здесь с ней расправляюсь, с белой женщиной, оставляю труп за ящиком, его не видно. Ну и тоже на цыпочках, не на цыпочках, гуськом иду в другую комнату. Здесь я буду наблюдать за чернокожей женщиной, получается. Вот она, дверь направления. Она скоро вот зайдет в эту комнату. Хотя я ее ликвидировал вот прям на входе. Вот где она заходит в дверной проем, я ее там же брал. Но там есть вероятность, что меня заметит женщина в капюшоне. Я там ее ликвидировал, чернокожую женщину. Было дело несколько раз, но лучше так перестраховаться и убрать ее вот здесь. Это как бы отдельная комната, никто там уже не ходит, ничего не видит. Женщина в капюшоне тоже. Эта комната вне зоны ее патрулирования, поэтому, блин, ну, нет проблем вообще. Женщину в капюшоне я тоже убирал, получается, вот там, где она стояла, в дальнем углу. Но чаще всего я ее вот здесь вот ликвидировал, вот где я сейчас это сделаю. Тоже никаких проблем, у него вываливается молоток.
можно взять молоток. Ну, я не стал брать. Как бы и у женщины мачете можно было взять на самом верхнем этаже. Ну, я не стал, потому что я знал, что у меня будет 2 кирпича на локации, которые пригодятся сейчас очень сильно. Здесь мы следим за лысым молодым человеком. И обязательно надо посмотреть направо за бугаем, потому что он иногда идет в эту сторону, и он нас замечает. Здесь я не стал его убирать, потому что я заметил лысого белого, получается, дальше. Вот, я решил подождать за колонной. И когда белый лысый уйдет, вот я бы убрал вот этого, что я, собственно, и сделал. Дальше бугай у нас спиной к нам. Этот зашел вообще в какой-то закуток. И мы его убираем здесь очень круто, удобно, уютно. Никто не видит. И получается остался всего лишь один бугай. Вот для него, собственно, кирпичи и заготовлены. Потому что мы его будем убирать вручную. Ну, я решил так сделать, так просто так позабавнее получилось. И я знал, что его можно вручную убить. Вот. Я его закидываю камнями, бью с кулаков, он их блокирует. Я уворачиваюсь и так далее. Ну, сейчас мы его добьем, я думаю. Не обязательно для этого иметь молоток или мачете, как я уже сказал. То есть, Эбби сильная, смелая, она может так его завалить. Здесь же, если просто нажать квадратик, ну, да, кнопку удара, по-моему, она его просто с ноги убивает и все. То есть с ноги в лицо. В данном случае я решил сделать немножко красивее. Ну вот, собственно, и все. Я надеюсь, что вам понравилось. Как видите, ничего сложного тут нет. Локация небольшая, но раньше мне казалось, что она реально какая-то запутанная. То есть я не мог разобраться в самих этих комнатах, какой проход куда выводит и так далее. Вот. Но немножко попотел, не нервничал, просто переигрывал несколько десятков раз. Вот. Я, как оказалось, эта локация не такая большая, я ее прошел за 7 минут, чуть больше. Для сравнения, тот же госпиталь я прохожу минут за 15-16. Поэтому это маленькая локация. Ну и там, получается, мало патрульных, я так понял. Да и, в принципе, локация поменьше. Поэтому так вышел. Так что пользуйтесь, кому интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если кто-то испытывал какие-то трудности, вот вам гайд, и я думаю, у вас больше не возникнет проблем с этим уровнем. Всем спасибо, всех обнял, пока.